Я не буду избить дубинками и потом в КПЗ проводить там 15 суток. Что для вас означает свобода? Чувствуете ли вы себя свободным здесь и сейчас, в далеко не самой свободной стране мира? Свобода самовыражения и возможность сделать то, что я хочу. Свобода – это когда освободят Навального, когда ты ни от кого не зависишь. Выходишь из дома, и как раз ты свободен. Когда Россия будет свободной? Как сделать ее свободной и что для этого нужно? Кого бы ты ни выбрал, все равно свободы нет. Выбирается всегда один и тот же. Обо всем этом мы спросили молодых людей на улицах Москвы и получили удивительные ответы. Но пиво же нельзя купить после 11. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ждем в комментариях ваших откликов и вопросов для следующих наших роликов. Что для вас означает слово «свобода»? Свобода? В России нет такого слова. Когда ты можешь делать все, что хочешь. А если в России у нас свобода? Ой, на этот вопрос я отвечать не буду. Свобода – это когда ты можешь много зарабатывать и никуда на работу не ходить. Есть ли у нас в России свобода? Но мне кажется, что ее очень мало. Ну, если учитывать практически все у нас принудительно, то мне кажется, что нет. Что такое свобода? Свобода – это когда освободят Навального. Свобода – это когда в нашей стране будут легализованы однополые браки. Свобода – это когда в нашей стране будет больше бесплатного и хорошего образования, когда будут цениться творческие профессии, когда будет меньше цензуры, когда люди могут свободно говорить о том, кто они, и свободно выражать свои мысли, не боясь выходить на улицы. Это когда на митингах за свободу людей никого не будут бить ОМОНовцы. Лишать этой свободы людей. Да, и свобода – это то, чего в нашей стране нету. Так сложно сказать. Ну, непривязанность к месту, свобода слова. Просто быть свободной, ни от чего не зависеть. Как думаете, у нас в России есть свобода слова? Нет, наверное. Осознанность того, что все мои решения, все, что я делаю, оно зависит только от меня и от моих желаний в данный момент. Есть ли у нас в России свобода? Ну, провокационный вопрос. На нижних уровнях, скажем так, социальной лестницы, я думаю, да, есть свобода, есть. Можно много чего делать, много чего добиться. Но повыше, да, там проблемы. Свобода от греха. Свобода самовыражения и возможность сделать то, что я хочу. Есть ли у нас в России эта свобода? Я думаю, что это не привязано к России, это привязано к каждому человеку, как он себя ощущает. Ну, когда ты ни от кого не зависишь. Я не знаю толком. Как думаете, в России свобода есть? Не особо. Я не уверена в этом. Посмотрите мне, если я отвечу. Выбор, сделанный на основе моих побуждений. Есть ли у нас свобода в России? Да, есть, абсолютно, так как у нас режим демократия. Это подразумевает власть народу. Ты уверен, что власть в нашей стране принадлежит народу? В какой-то степени да, потому что если отдать полную власть народу, то будет скорее анархия, чем демократия. Что для вас означает слово «свобода»? Это когда ты не обременяешься никакими-либо границами. Есть ли у нас в России свобода? Конечно, есть. Выходишь из дома, и как раз ты свободен, делаешь, что хочешь. Я могу свободно говорить на какие-то вещи, на какие-то темы. Я могу свободно передвигаться хотя бы по стране, и по городу. То есть не боюсь, что мне что-то подкинут, что меня за что-то примут, что, я не знаю, мне скажут, что я в чем-то виноват, а обвинят в чем-то, что я буду, незаслуженно, посажен, скажем так, или ко мне какие-то противоправные меры будут применены. Если это мирный митинг, просто акция, некого протеста, я хочу выходить на нее, понимая, что да, государство может это не одобрять, но я не буду избить дубинками и потом в КПЗ проводить там 15 суток. Очень много в тех же соцсетях новостей о том, что людей избивают. То же самое, как многие СМИ признают иностранными агентами просто потому что это выгодно. Когда можно спокойно гулять по улице. Что можно пиво купить после 11. У нас в России есть свобода? Но пиво же нельзя купить после 11. Что такое свобода? Как говорил Сережа Шнуров, это мой радиоприемник, наушники. А что для вас означает слово «свобода»? То же самое, я согласен с ним. А в России, думаете, есть свобода или нет? Нет, нету. Но когда-нибудь будет однозначно. Ну,
независимость, это понятно, что как есть, а еще... Ну вот я не знаю, почему-то первое, что приходит в голову, это полет. Вот. Как вы думаете, в России у нас есть эта свобода? Я думаю, что есть. Мы все равно делаем, что хотим. Как бы на нас не давили. Что для вас означает слово «свобода»? Свобода. Когда я могу делать все, что хочу, в любое время, в которое я хочу. Есть ли у нас в России свобода? Для меня есть. Свободно жить, там, делать, что хочешь. Есть ли у нас в России свобода? Относительно. 50 на 50. Когда ты можешь выбирать, когда тебя не принуждают что-либо делать и не осуждают за твой выбор. Есть ли у нас в России свобода? Ну, вроде как и есть, а на выборах, как оказывается, и нету. Но если иметь в виду свободу, как сходить там куда хочешь, то да, есть такая свобода. А если, ну вот как все про выборы говорят, там кого бы ты ни выбрал, все равно свободы нет. Выбирается всегда один и тот же. Хороший вопрос. Не знаю, Когда сложно. сребы вышли Да. первые дни. Ну, у кого, смотря у кого есть. У кого-то есть, у кого-то нет. Вот у нас есть, наверное, потому что мы счастливые люди. Не знаю. Вольность ко всему. Свободный человек. Ну, когда можешь сам делать, что хочешь. У нас в России есть эта свобода? Ну, у каждого по-своему. Кто как считает. Да, конечно, Мы все, есть. допустим, считаем свободными. Кто-то считает себя несвободным в России. Ну, дело каждого. Быть независимым от чего? От чего-то, от чего-либо вообще. Просто когда ты не нагружен той мыслью, то, что ты кому-то что-то должен, что у тебя там что-то плохо. Ну, можно сказать, что свобода — это счастье. Есть ли в России у нас свобода? Ну, то есть свобода каких-то определенных действий у нас есть, да, но тоже в любом случае что-то ты там скажешь, тебе могут дать нагоняй. Что для вас означает слово «свобода»? Вот что есть свобода для вас? Свобода действий. Все, что с этим связано. Есть ли у нас в России свобода? Смотря в каком ключе воспринимать. Если, допустим, у тебя много денег, то ты свободен. Как бы можешь что хочешь делать. Свобода — это чувствовать ощущение, когда на тебя ничего не давит. Ты спокойно общаешься со своими родственниками, друзьями, знакомыми, ездишь отдыхать, когда тебе угодно что делать. И я думаю, что свобода — это главное ощущение внутреннего покоя, спокойствия и любви, наверное. Есть ли у нас в России свобода? В России? Ой, да вы что, конечно, есть везде. Куда ни посмотри, везде свобода. Свобода возможностей, свобода выбора. Я не знаю, только хватай и бери. Свобода только в служении Отечеству. Есть ли у нас в России свобода? Но пока никто не запрещает служить Отечеству так, как человек считает нужным. Ты нам рассказала, какого мы